Жанр так называемых авто-РПГ, так же как и авто-баттлеров, появился не то чтобы давно. Однако, за короткое время игр этого жанра наплодилось несколько сотен, максимально схожих по своей сути. У тебя есть определенный набор героев, ты за них проходишь кампанию, пвпшишься, а пока находишься вне игры, они что-то там бегают и в АФК-режиме добывают себе экспу, голду и всякие ништяки. Есть среди этих игр действительно неплохие, вроде АФК-арены. Много игр похуже, конечно. Однако, как бы хороша ни была любая из ваших авто-РПГ, у нее есть косяк. На ней нельзя зарабатывать. Ты можешь в нее донатить довольно приличные суммы, пробираться вверх по ладеру, но взамен ты не получишь ничего, кроме красивых циферок. Однако, если мы подняли эту тему на этом канале, значит все не так просто. Здравствуйте, меня зовут Даниил, это канал Project Armor, и сегодня мы вам расскажем про авто-РПГ, на которой вы в теории сможете зарабатывать в таком откровенном полупассивном режиме. Heroes and Empires. Перед началом я лишь напомню, что у нас есть телеграм-канал, на который вы просто обязаны подписаться, ведь именно там самые свежие новости Play to Earn и GameFi игр. Если ты хочешь обладать самой свежей информацией, ссылка в описании. Heroes and Empires — это довольно свежая авто-РПГшка, которая сочетает в себе РПГ-элементы и авточес-тактику. Все это, конечно, завязано на блокчейне. NFT используются для создания персонажей и предметов. Игра сделана на движке Unity, с графической точки зрения выполнена в приятном мультяшном 3D, хоть и в изометрии. Разработана она совместными усилиями вьетнамских студий CryptoWired и студии Imba. Также им помогает компания Megala Ventures. Официальный запуск игры состоялся в октябре 2021. Игра также крайне свежая, как и несколько прошлых игр, которые мы рассматривали на этом канале, хотя к ее роудмэпу у меня есть довольно лютые вопросы. У них довольно неплохое расписание на первый квартал 2022, но не на второй и не на последующие. Очень слабая дорожная карта, и после прошлых проектов она откровенно меня смущает, и, в общем-то, не зря, об этом мы поговорим чуть далее. Итак, чтобы начать играть в Герои и Империи, нам необходимо собрать команду из 5 персонажей. Тут очень важно учитывать, что у персонажей, во-первых, есть классы, их 7, у персонажей есть целых 8 рас. И, конечно, у персонажей есть тиры, их целых 15, начиная от обычного Common, затем Rare, Rare+, Epic, Epic+, Легендарки, Immortal и заканчивая аж до там целой кучей ультимейтов. Дофига всего. Однако важный момент — это собрать грамотную синергию из правильных персонажей. Вот, например, вот такая вот бюджетненькая сборка богов: 3 рарки, 2 эпика, 50% ускоренный реген маны, 35% усиленное исцеление, плюс усиление для Укуна и Ареса. Такая сборка вам обойдется примерно в 185 баксов на данный момент. Вот это отличная сборка примерно в этой же ценовой категории, то есть примерно баксов 200. Сборка воинов: 3 рарки, 2 эпика, получают иммун на 3 секунды, когда хп падает ниже 50%, плюс доп урон от Арины и Транки. Тоже неплохая сборка. Есть гораздо более бюджетные сборки, состоящие чисто из рар персонажей, можно попытаться что-то хорошее на эпиках собрать. Однако, есть метод фарма, который заключается на сборке 2 дешевых команд и фарме с 2 окон. Способ этот мы не проверяли, хз насколько он действенен, давайте лучше о геймплее. После того, как вы заходите в игру, конечно, надо качать своих персонажей. Перед этим не забудьте собрать с них награды во вкладке героев. Герои качаются за золото, для этого надо проходить кампании. У нас есть аж целых 33 локации, но на самом деле они повторяются примерно по 2 раза, просто становятся более высоколевельными. Расставляем наших чибриков, бойцы вперед, рейнджи назад, жмем кнопку бой, и они понеслись. Все сражения происходят в автоматическом режиме по логике автошахмат. Ваши персонажи сами выбирают приоритетные цели, сами атакуют и в нужное время юзают свои скиллы. За кампанию мы получаем золото, немножко шмоток, а также награды прогресса, в которые в том числе входят токены. Однако, радоваться пока еще рановато, почти все токены, которые мы зарабатываем в первое время, нам понадобятся для прокачки персонажей. Об этом немного далее. За первый же день я смог спокойно подняться до 3 главы, и игра сказала мне «стоямба», то есть количество проходок по кампании ограничено. На второй день я был, правда, уже на 4 главе, и на 3-й день уже на 5-й. Не знаю, насколько это замедлится далее, но в целом пробегаются кампании довольно бодро. Помимо кампании мы можем пройти подземелье. Оно состоит из 3 этажей и обновляется раз в 48 часов. Там мы добываем специальную валюту испытаний, которую можем тратить в магазине на фрагменты героев. И, конечно, мы можем получать там токены, правда в рандомном шансе. Хотя есть и некоторые фиксированные награды. Помимо этого, фарм золота в башне безумия. И, конечно, PvP Колизей, где за проигрыш вы получаете стабильный
стабильно 1 токен, за выигрыш 2 и более, все зависит от рейтинга. Бесплатно в день вам дают 2 проходки, плюс вы копите еще билеты с сундуков. Ну и обязательно вступите в клан. В топовые кланы, конечно, требования довольно серьезные, но для начала вам подойдет любой клан без обязательств. На клановых боссах очень хорошо фармится шмот. Теперь подробнее на тему героев. В подобных играх крайне важен их менеджмент, назовем это так. Каждый герой в Heroes and Empires обладает 6 слотами под экипировку, 2 скиллами, а также, конечно, уровнем. Большая часть уровней прокачивается за золото, затем несколько раз, конечно, надо апнуть за токены, поэтому почти все токены, которые вы начнете зарабатывать первое время с кампаний и других активностей, крайне рекомендуется тратить именно на прокачку персонажей. Ваша задача — выкачать вашего персонажа, насколько позволяет его качество. Например, у Common героев Level Cap всего 60 уровней, поэтому у меня пачка эпиков, их можно апнуть аж до 100 уровня, что позволяет действительно приятно играть и даже что-то зарабатывать. Хотя в целом, даже сборки рарок с левелкапом 80 уровней может хватить для неплохого фарма. Левела качаются довольно быстро, и в целом за месяц можно легко выкачать свою пачку. Обычно даже быстрее. И теперь, конечно, поговорим про экономику и заработок. В игре используется токен HE. На момент написания видео он стоит около 4 центов за штуку и сейчас находится на очень таком маленьком подъеме, хотя и далек от пикового значения. Токен очень сильно обвалился за последние пару месяцев. Итак, сколько токенов мы можем выносить в неделю на примере хорошо одетых и подобранных героев уровня этак 80 или 100, но не меньше. И при условии, что вы будете закрывать полностью все активности. Самый основной способ фарма — это, конечно, дейлики и виклики. В целом, при норме развитой пачке у вас не будет проблем с закрытием этого вот всего. Могут быть проблемы разве что с призывом героя, но тут уже есть некоторые способы, чтобы выкрутиться. В день вы получаете стабильно 10 токенов сундука и 4 PvP билета, то есть в неделю 70 токенов и 28 PvP билетов. Еженедельно лутаете 45 токенов сундука, даже не топового. И также в день вы стабильно лутаете минимум 2 токена в PvP без затрат билетов. Но с учетом всех билетов, то в неделю вы лутаете в районе 40-42 токенов за PvP. Это при условии, что вы проигрываете. Но вы будете и побеждать эпизодически. И токенов можно за PvP лутать в неделю около 50 или даже 60, если посудить. Итак, что у нас получается? 70 токенов за дейлики, 45 токенов за виклик, 50 токенов за PvP. Это около 155 токенов в неделю стабильно, то есть около 600-620 токенов в месяц, что равняется чуть больше $20. И это мало, так как, я напоминаю, токен жестко обвалился несколько раз. К этому мы, конечно, можем приплюсовать рандомный шанс на полутать токены в данже, плюс не забываем про токены с компании, но даже в этом случае золотых гор, увы, не ждите. К великому сожалению, мы вынуждены констатировать факт, что герои и империи очень близки к тому, чтобы, как говорится, соскамиться. Токен за кратчайшие сроки обвалился до уровня днища, и без того малый доход порезался раза в 1,5. А очень скромная дорожная карта говорит о том, что разработчики, скорее всего, и не собираются поддерживать игру адекватным количеством обновлений. Так что, несмотря на крайне приятный геймплей и графику, Герои Империи далеко не лучшая игра для инвестирования и заработка. Нельзя сказать, что на ней вообще нельзя заработать, но доход будет маленький, а окупаемость довольно долгая. Есть варианты гораздо лучше. На них мы или уже сделали обзор, или скоро сделаем. Плюс о таких вариантах, конечно, сообщаем в телеграм-канале. Так что поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал с колокольчиком и залетайте в наш телеграм-канал. Все самые свежие новости Play to Earn и GameFi игр. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч. Пока.